Здравствуйте. Сегодня в гостях у программы «Проект Новороссия» Ростислав Ищенко, политолог. Здравствуйте, Добрый день. Ростислав. Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, вот сегодняшняя ситуация с Сирией каким-то образом повлияла на ситуацию с Новороссией? Ну, я думаю, что не сегодняшняя ситуация с Сирией, а вообще ситуация с Сирией взаимосвязана с ситуацией на Украине, там, в Новороссии, в Донецке. Потому что Сирия была вторым этапом после войны 8.08.08, когда Соединенные Штаты начали откровенно провоцировать нападения на союзников России. Они проиграли в Грузии, они попытались выиграть в Сирии. В 2012 году им пришлось на Сирийском фронте отступать. В 2013 году началась Украина. Это третий этап одного и того же конфликта. То есть спрашивать, влияет ли ситуация в Сирии на ситуацию в Новороссии, это спрашивать, все равно, что спрашивать, влияет ли ситуация на Ленинградском фронте на ситуацию на Сталинградском фронте. Ну, влияет, конечно. И каким образом? Вот я, насколько понимаю, что была такая долгая кампания «Путин слил Новороссию», потом начались вот эти все трения между Украиной и Россией, и все время Порошенко говорил о том, что вот сейчас Путин зайдет, и вот войска российские. Но вот сейчас в ситуации Сирии мы показали, каким образом заходят российские войска, и что в таком случае происходит. Ну, дело в том, что есть достаточно, кстати, узкий круг ограниченных людей, которые вообще, кстати, вот как на Украине, да, молятся на Бога Путина. Все, что происходит, значит, в подлунном мире, это сотворил Путин. Вот точно так же в России есть некоторая группа, небольшая относительно, ну, наверное, если считать в процентном отношении ко всему населению, это процентов 5-6, значит, но все равно это миллионы людей, значит, которые считают, что все плохое в этом мире происходит по вине Путина. То есть дождь идет, Путин виноват, град посевы побил, Путин виноват. Вошли войска в Сирию, плохо, не вошли войска в Сирию, плохо, не вошли войска на Украину, плохо, вошли войска на Украину, тоже плохо. Вошли раньше, плохо, потому что рано, вошли позже, плохо, потому что поздно. Значит, поэтому вот сейчас я с большим удивлением обнаружил, что те самые люди, которые 2 года рыдали по поводу того, что Путин плохо спасает Сирию, и что сейчас Асада по его вине будет ждать судьба Каддафи, как только там появились российские военные, появилась российская авиация, стали страдать по поводу того, что Путин отправил войска в Сирию, а не отправил войска в Донбасс. А вот что происходит в Новороссии? Есть ли там какое-то патриотическое или либеральное, вот что там, как там формировалась политическая исходить из того все-таки, что Новороссия — это достаточно большая территория, половина Украины, да? Кстати, некоторые даже российские области тоже, кстати, включают периодически в географическую Новороссию. Значит, и из этой территории 90% находится под контролем Киева. Да? Значит, поэтому говорить о каких-то политических процессах на оккупированных территориях вообще не приходится, потому что там все политические процессы в подполье. Если говорить о политических процессах в Донбассе, ну какие, собственно, политические процессы могут происходить на линии фронта? Ведь по большому счету на всю глубину, да, территория ДНР и ЛНР на сегодня это прифронтовая зона. И понятно, когда вот опять-таки многие люди не понимают и говорят, что там, значит, фейковые, кстати, правительства, фейковый государственный аппарат, фейковая политическая борьба и так далее. Ну, в каком-то смысле это оценка адекватная, хоть и неправильная. Потому что, да, действительно, в прифронтовой зоне не бывает вообще-то политической борьбы. В прифронтовой зоне работают военные комендатуры, а не политические партии. Вот. Но поскольку с точки зрения политической, да, с точки зрения политического позиционирования, мы заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать, что в республиках есть гражданское управление, что кстати, это не команда боевиков, захвативших власть, да, а это люди, которые пользуются поддержкой населения, которые за них голосуют. То есть для того, чтобы вот в этой реальности убедились, опять-таки, наши западные друзья и партнеры, значит, она должна соответствовать определенным критериям. И вот для того, чтобы она этим критериям соответствовала, фактически при российской поддержке, там и происходит политическое структурирование. Да? Гражданское управление там есть, но его надо легитимировать. Легитимация происходит путем свободных выборов. Для того, чтобы были свободные выборы, нужна политическая борьба и как минимум, ну хотя бы 2 разных партии.
Ну да, совершенно Значит, согласна. вот. С этой целью там в достаточной степени искусственно поддерживается, значит, вот, состояние такого политического устроения. Да? Потому что если исходить только из практических потребностей, то, безусловно, проще было бы всех одеть в форму и ходить строем. Но мы живем в современном мире, поэтому приходится соответствовать современным политическим требованиям. Надо, кстати, формальное проведение политической кампании, формальное проведение выборов. Да? Мы прекрасно понимаем, что население и так проголосует за Захарченко. Да? Или за те политические силы, если говорить там о выборах на местном уровне, которые он представляет. Потому что это на самый неизбежный факт, если бы вместо Захарченко был бы кто-то другой на его месте, голосовали бы за другого. Потому что республики не могут существовать без российской поддержки. Значит, если сейчас Захарченко олицетворяет эту российскую поддержку, соответственно, голосуют за Захарченко. Был бы кто-то другой, голосовали бы за другого. Так всех устраивает. Да? Поэтому тратить деньги на политическую рекламу, если ты и так знаешь, что выиграешь, тебе надо не политическая реклама, тебе нужны выборы. Выборы ты проведешь и выиграешь. Какой смысл тогда действительно тратиться? Значит, если надо там формально пару баннеров изобразить, их можно кисточкой и краской на стене гаража нарисовать, показывать любопытствующим. Я с вами согласна. Вот вы сейчас затронули тему Крыма. Вот тоже очень часто в прессе муссировался такой вопрос, что нам необходим путь в Крым, то есть сухопутная дорога. Вот не является ли это одной из программ нашего присутствия в Новороссии? Во-первых, российское руководство давным-давно, еще 1,5 года назад, на заре этого конфликта, достаточно четко обозначило свою позицию, потому что нам нужна вся Украина. И неважно, там она будет просто дружественным государством, или она будет федеральным округом, это вскрытие покажет. Я думаю, сегодня это никто не может заранее определить, да? Но нужна вся Украина. А сухопутный путь в Крым, он в рамках решения украинского вопроса решается и сухопутный путь в Крым. И я когда-то говорил об этом 1,5 года назад. То есть еще Крым еще не был включен в состав России. Там еще только референдум собирались проводить. Я говорил о том, что как только Россия заняла Крым, а уже было понятно, что он будет присоединяться, да, с этого момента существование украинского государства в том виде, в каком оно существовало на тот момент, невозможно становится. То есть оно должно или исчезнуть, или переучредиться, потому что нет другого пути в полном соответствии с международными нормами легитимировать присоединение Крыма к Российской Федерации. То есть с точки зрения внутренней легитимации, да, достаточно референдума, достаточно решения Думы Совета Федерации о присоединении Крыма. С точки зрения прецедентного права, да, прецедент Косово, президент Абхазии, президент Осетии дает возможность вначале заявить, что Крым независим, а потом, как независимый, он может кому хотеть, к тому и присоединяться. Но международное право предполагает, что не только на основании каких-то собственных решений, на основании прецедентов у кого-то изымается кусок территории, но и тот, у кого его изъяли, с этим соглашается, то есть подписывает соответствующий договор. Вот, например, у нас с Японией в результате того, что в свое время были проблемы с подписанием мирного договора, есть эта проблема 4 островов Малой Курильской гряды, на которые Япония продолжает претендовать. И эта проблема с точки зрения международного права окончательно не урегулирована. Хоть никто не сомневается, что острова российские, да? Вот то же самое происходит с Крымом. Никто не сомневается в том, что он российский. С точки зрения международного права, до тех пор, пока существует нынешнее украинское государство, проблема не может быть урегулирована, потому что Конституция Украины предполагает, что для внесения территориальных изменений необходимо провести референдум, на котором большинство по всей Украине должно проголосовать за эти территориальные изменения. Следовательно, мы понимаем, что на Украине большинство нигде не проголосует, кстати, кроме Крыма, за признание его перехода в состав России. Поэтому для того, чтобы легитимировать этот переход, необходима ликвидация этого государства с этой конституцией, и либо его полное исчезновение, либо создание нового государства с новой конституцией на новых основах, где Конституция уже не будет предусматривать наличие Крыма в составе этого государства. Кстати, когда российское руководство предлагало
переучредить, создать там федеративную или конфедеративную Украину, значит, на основании свободного волеизъявления, так сказать, регионов, то это был как раз метод решения вопроса Крыма. Потому что тогда государство бы учреждалось, и Конституция бы писалась теми регионами, которые решили войти в состав этой новой свободной федеративной Украины. И понятно, что Крыма бы среди этих регионов не было, и таким образом вопрос бы, то есть эта проблема бы полностью решалась. Вот, поэтому безотносительно, сказать, от действий России в Донецке и в Луганске вопрос доступа в Крым, значит, либо через территорию дружественного государства, либо, что значительно удобнее и понятнее, через собственную территорию, он так или иначе будет решаться. И он должен быть так или иначе решен, то есть вопрос этого самого сухопутного моста. Вот. Но когда это будет решено? И каким образом? Я думаю, что относительно быстро, просто потому что у украинского государства нет внутреннего ресурса для поддержания собственной государственности, извините за тавтологию, а у, так скажем, я их не могу даже назвать союзников, у хозяев Украины, да, зарубежных, нету тоже средств и желания поддерживать агонию вот этого самого режима дальше. То есть, ну, это становится просто невыгодно, здесь ничего личного. Следовательно, раз за это не будут платить деньги, а Украина уже фактически вошла в состояние дефолта, когда она отказалась 23 сентября, по-моему, если не ошибаюсь, заплатить очередные 500 миллионов по еврооблигациям, то вот ориентировочно 3 октября дефолт из технического характера должен стать юридической данностью. Вот. Это свидетельство того, что если, сказать, американские партнеры не нашли 500 миллионов для Украины, хоть раньше находили там и по несколько миллиардов, свидетельство того, что режим прекращают финансировать. Раз его прекращают финансировать, значит, он должен посыпаться. Потому что государство, как семья, как отдельный человек, оно не может существовать без денег. Человек просто умирает с голоду, да? Ну или отправляется в ночлежку, а государство исчезает. Даже если, как у Сомали, у него остаются границы, нарисованные на карте, там представительство в Организации Объединенных Наций, и все делают вид, что оно существует, ему от этого не легче, потому что мы же знаем, что на самом деле в Сомали существует как минимум 3 государства, да? Многие из которых даже такие полупризнанные, более признанные, чем Абхазия, тот же самый Сомалиленд. Вот то же самое, в принципе, ждет и Украину. Единственное, что Сомали в Европе существовать не может. Поэтому, очевидно, соседям Украины придется как-то решать этот вопрос с обустройством того, что от нее останется. То есть они сами же заварили эту кашу, и вот все эти судорожные попытки Порошенко встретиться с Меркель там, в поездке в ООН, это все как агония государственная или его частная? Агония этого государства началась в тот момент, когда произошел переворот. Потому что к власти пришли люди, которые выдвинули программу, в том числе международную программу, не дававшую шансов украинскому государству выжить.